Приветствую всех на канале. Сегодня у нас в работе Renault Zoe второго поколения. Автомобиль приехал с жалобой на шум в моторе. На канале уже много видео по ремонту электромоторов таких автомобилей, как Mercedes, Tesla, Toyota RAV4, Hyundai Kona, Kia Niro и есть даже Audi e-tron. И вот теперь разбор и ремонт двигателя на Renault Zoe. К сожалению, не очень хорошо записался звук с камеры, но надеюсь, что будет слышно. Во. Вот сейчас стало слышно. Автомобиль приехал к нам из Дании. Владелец сообщил, что будет ожидать ремонт, поэтому нам нужно было все сделать максимально оперативно. Подняли автомобиль, сейчас хотим послушать, где этот динамик стоит. Оцените его, потому что уже очень больно громко он звенит. А ну, вращай. Вот здесь где-то. Нет, с этой стороны нету. Динамик где-то здесь располагается. Вот его сейчас откинем, для того, чтобы убрать посторонние шумы. И послушаем, откуда у нас этот шум. Еще. Не, ну здесь однозначно шум отсюда. С мотора. Еще разгоняй. Да, все. Даже не надо динамик отсоединять. Все. Здесь у нас мотор с воздушным охлаждением. И будем снимать его, разбирать, менять подшипники. Пришлось немножко подразобрать для того, чтобы добраться до мотора. Пришлось снимать бампер, потому как здесь все по чуть мешает. И уже наш агрегат почти выпал. И теперь снимем с него навесное оборудование и будем разбирать сам мотор. И заодно мы для него тоже сделаем ремкомплект. Но здесь только меняются подшипники. Подберем такие подшипники, чтобы они были у нас в ремкомплекте, чтобы можно было их ремонтировать. Вот это у нас вход, потому что идет фильтр сверху, а вот это у нас выход. И выход идет у нас в самый низ. Водичка туда обратно может попасть, только если в глубокую лужу заехать. А так она туда, в принципе, попасть не может. Вот вентилятор. Он выглядит как обычный фильтр, но на самом деле это просто вентилятор, который принудительно в случае нагрева начинает загонять воздух вот в это пространство. И через вот этот вот патрубок выдувается все вниз. Сам агрегат по размеру больше, чем на e-tron. Да и, собственно говоря, если сравнивать с тесловским, то в общей сложности тоже будет не меньше тесловского. Дело в том, что за счет жидкостного охлаждения гораздо эффективнее можно мощность использовать. А так как здесь воздушное охлаждение, поэтому здесь все немножко побольше по размеру. Но с другой стороны, нету проблем с сальниками и прочими текущими моментами, которые приносят еще больше проблем. Поэтому, возможно, и это такой более оптимальный вариант. Вытянули ротор с мотора. И вот слышно, как у нас шумит нижний подшипник. Вот такой здесь ротор с возбуждением. С той стороны идут щетки, которые наводят здесь электромагнитное поле. Вот сами щеточки. Теперь будем доставать с той стороны. Этот подшипник, кстати, шумит, но меньше. Практически шума нету. С той стороны шум сильнее. Вот так вот выглядит сам статор этого мотора. Нету здесь жидкостного охлаждения, поэтому сюда антифриз не попадет и не будет ничего закорачивать. Конечно, если автомобиль не искупается в глубокой луже. По крайней мере, сантиметров, наверное, плюс-минус 50.
Многие автомобили даже с двигателями внутреннего сгорания после купания в 50-сантиметровой луже после этого могут закончить жизнь печально. В общем, сейчас достанем ротор с той стороны и будем менять эти подшипники. И здесь подшипник не простой, а вот с такой вот канавкой. Эта канавка нужна для того, чтобы фиксировался стопор в ней. То есть подшипник фиксируется в корпусе стопором. Все-таки здесь водичка была, вернее не водичка, а влага. И этот подшипник сильно шумит. Надо держать. Пришли новые подшипники, вот так они выглядят, с канавками. Здесь под резиновое кольцо, уже резиновое кольцо подобрали, а здесь просто под стопор. И теперь будем собирать мотор. Установили новые подшипники и теперь уже собираем мотор. Здесь установлена вот такая вот пружина многослойная, для того, чтобы компенсировать линейное расширение нагрева ротора. И теперь сейчас собираем крышку и будем собирать, устанавливать мотор. Мотор установили в автомобиль, и скоро будет тест-драйв. Сейчас все пособираем и проедемся и послушаем, будет ли этот шум или не будет. Нет, это, конечно, было сказано к слову, шума, конечно, не будет, потому что даже после сборки уже услышали разницу между тем, как было, и тем, как стало. Автомобиль собран, еще тест-драйв не делали. Сейчас пока поставили автомобиль на зарядку, потому что маленький уровень заряда. И пока ждем масла в редуктор. Пробег на автомобиле 104 804 километра. И прогнозируемое время заряда у нас 23 часа 50 минут, 13% заряда. В общем, сейчас чуть позаряжаем, по крайней мере, пока что масло придет. И сделаем тест-драйв. Собрали автомобиль, и сейчас сделаем тест-драйв. Послушаем, как уже приехал владелец, и проедемся и с владельцем. Никаких посторонних шумов не слышно. С одной стороны, здесь плохо, что мотор продувается уличным воздухом и может попадать туда и влага, и все прочее. Но с другой стороны, нету охлаждения антифризом. Ну и за счет того, что здесь воздушное охлаждение, то все достаточно, сам мотор достаточно большой, так как его необходимо еще хорошо охладить. Если это двигатель с жидкостным охлаждением, то он будет гораздо компактнее. Это можно сравнить мотор с тем же Fiat 500 или еще каким-нибудь компактным электромобилем соответствующей мощности. Здесь же электромотор
размерами такой, почти как на Audi e-tron. В общем, вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И до скорых встреч. Всем пока!